Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – стратегия переговоров. Но прежде чем начать говорить о переговорных стратегиях, крайне важно договориться о базовых таких принципах. Некоторые из них будут для вас очевидны, но тем не менее мы с вами сразу о них договоримся. Первый принцип – не существует волшебных таблеток. Не существует волшебных слов, после которых переговоры заканчиваются успешно. Идея простая и понятная, но люди часто этого ищут. Дело в том, что когда начинаешь давать человеку технологию, то по реакции видно, что запрос у него, а нельзя ли как-нибудь попроще. Поэтому для тех, кому нужен радикальный инструмент, работающий гарантированно во всех случаях, хорошо подойдет бита или кольт 45-го калибра. Инструмент замечательный, правда не совсем законный. В чем заключается проблема инструментов? Во-первых, их надо использовать по назначению. Можно, конечно, и сковородой забивать гвозди, но для этого есть молоток. Во-вторых, инструментом надо начать пользоваться, то есть инструмент надо сначала взять в руки. Второй принцип – не все переговоры заканчиваются успешно. Есть хорошая цитата, которая наглядно объясняет этот тезис. Нет способа вырастить кактус в болоте, а лилию в пустыне. То есть бывают переговоры, которые заканчиваются поражением. Не все переговоры можно довести до успешного конца, но это не повод давать себе слабину, плакать и начинать по этому поводу стрессовать. Профессионал, проведя неуспешные переговоры, может разобрать ситуацию и сделать для себя соответствующие выводы. А что делает дилетант? Он ищет оправдания, которые помогут ему чувствовать себя хорошо. Третий принцип. Если представить себе какой-нибудь вид единоборств, то чего больше всего хочется новичку, пришедшему в школу боевых искусств? Ему хочется начать изучать приемы. А что ему говорят делать? Иди, например, отрабатывай стойку. Хочется новичку этим заниматься? Вряд ли. Он же пришел для того, чтобы научиться делать удар, а ему говорят, иди отрабатывай стойку. Поэтому первичная задача – начинать не с ударов, а с базовых вещей, которые всем понятны. Большинство переговорщиков сосредоточены на умении представить свою идею, убедить собеседника в том, что ему что-то надо. Но для того, чтобы качественно вести переговоры, необходимо понимать, как человек принимает решения, как партнер по переговорам мыслит, какие существуют закономерности в этом процессе, как меняются интересы человека. Дело в том, что исходя из этих пониманий, можно определить, какую стратегию переговоров выбрать. Когда мы говорим о стратегии переговоров, важно понимать, что на каждом из этапов у человека присутствуют свои интересы. Исходя из этого, у нас появляются различные цели. Поэтому для достижения этих целей мы будем использовать абсолютно разные стратегии. Но что будет происходить, если переговорщик не знает или не понимает этих этапов? У него есть на основе жизненного опыта какой-то интуитивно сформированный порядок действий, по которому он действует каждый раз, вступая в переговоры. В чем тут заключается проблема? Часто этот путь является усредненным и не нацеленным ни на один из этапов, на котором находится клиент. Поэтому, чем лучше мы будем понимать этапы принятия решений, чем лучше мы будем различать, на каком этапе сейчас находится клиент, тем лучше мы сможем выбрать правильную стратегию для достижения желаемого результата. Как человек принимает решения, как он продвигается от каких-то замыслов к каким-то действиям. Эти этапы имеют следующую последовательность. Первый этап – осознание потребности. Второй этап – анализ вариантов. Третий этап – разрешение сомнений. Четвертый этап – покупка. Пятый этап – внедрение. И шестой – амортизация. В процессе принятия решений любой человек всегда проходит эти 6 этапов. Если сделка является незначительной, то человек этот цикл может пройти очень быстро, например, за час. Дело в том, что чем крупнее сделка, тем дольше продолжается этот цикл. Например, человек может месяцами сидеть на каком-то из этапов. Если это понимать и распознавать, на каком этапе сейчас находится клиент, можно выбрать правильную стратегию, потому что на каждом из этапов у человека будут присутствовать разные запросы, вследствие чего от нас будут требоваться совершенно разные действия. Поэтому крайне важно эти этапы знать, уметь определить, на каком из этапов сейчас находится клиент, понимать, что надо делать на каждом из этапов и перемещать клиента с этапа на этап, чтобы в конечном итоге сделка была заключена и подготовлена почва для новой сделки. Но что надо сделать перед тем, как переговоры проводить? Важно оценить собственные позиции. Что для этого надо? Первичная задача – это сформулировать для себя цель максимум. Тут важно понимать, что когда речь идет о цели максимум, это не только факт заключения сделки, но и о наиболее устраивающих параметрах этой сделки. Что надо сделать после того, как цель максимум была сформулирована? Надо сформулировать цель минимум. А что такое цель минимум? Цель минимум – это когда мы считаем, что переговоры прошли успешно. Также важно сформулировать несколько комбинированных вариантов. Для чего это надо? Дело в том, что в больших продажах мы часто оперируем несколькими параметрами сделки.
Поэтому важно сформировать несколько промежуточных вариантов для того, чтобы комбинировать те или иные параметры. Таким образом, мы формируем систему целей. Для чего это все надо? Дело в том, что в процессе переговоров, когда переговоры подходят к обсуждению итоговой конфигурации, получить возможность достаточно гибко предлагать варианты, потому что часто в переговорах возникает необходимость изменения нескольких параметров сделки. Что делать дальше? Важно сформулировать несколько видов прогресса. Что значит прогресса? Дело в том, что когда переговоры ведутся в несколько этапов, встает вопрос, что делать в промежутке между встречами. Важно, чтобы в промежутке времени между двумя встречами, пока мы что-то делаем, чтобы наш партнер по переговорам тоже что-то делал, что-то, что продвигает переговоры вперед. Именно такое действие партнера и называется прогрессом. Практика показывает, что если партнер по переговорам соглашается выполнить какое-то действие и действительно это действие выполняет, то шанс заключить сделку становится выше. Почему? Дело в том, что если человек производит какие-то действия, то он фактически участвует в процессе реализации. Он тоже толкает эти сани к общей цели. По факту, еще не подписав ни одного документа, начинается сотрудничество. Идея заключается в том, что, расставаясь после встречи, партнеры дают друг другу взаимные обязательства. В переговорах также принято разделять прогресс и отсрочку. Что такое отсрочка? Отсрочка – это перерыв в переговорах, которая заканчивается фразой «мы подумаем». Что означает эта фраза? В переводе на русский язык это вежливое посылание, но поскольку в обществе в открытую людей посылать социально неприлично, то после выслушивания предложения обычно следует фраза «большое спасибо, нам надо подумать». Что в процессе подготовки к переговорам еще рекомендуется сформулировать? Это альтернативные предложения и запасной аэродром. О чем идет речь? Это ответ на вопрос, что необходимо делать, если в процессе переговоров не была достигнута цель минимум. В чем заключается альтернатива обсуждаемому соглашению? Это либо какие-то шаги в сторону партнера, либо выработка, какими еще средствами планируется решать данный вопрос. Дело в том, что не так важно, сколько продавец клиентов посетил, намного важнее результативность. Что это значит? Это вопрос конверсии. Из какого количества встреч, сколько сделок было заключено. Дело в том, что работа продавцов часто оценивается по такому критерию. Сколько количества встреч они провели, с каким количеством клиентов встретились, сколько звонков сделали. Количество встреч, естественно, важно. Но не менее важно то, что продавец делает после того, как его в эту дверь пустили. Для того, чтобы заключать действительно большие сделки, чрезвычайно важна подготовка. Почему это важно? Потому что без подготовки качественного проведения переговоров достичь практически невозможно. Поэтому, инвестируясь в подготовку, мы значительно повышаем шансы своего будущего успеха. Потому что, не понимая ни своих целей, ни целей партнера, сфокусировавшись только на продукте, результата достичь практически невозможно. В коммуникации есть такой термин, как цикл контакта. Из чего он состоит? Цикл контакта состоит из следующих этапов. Вступление в контакт, ориентация в потребностях, презентация, выработка решения, принятие решения и выход из контакта. Цикл контакта еще называют естественным циклом. Что это означает? Когда никому ничего не надо, то люди ведут себя естественно. Когда два человека встречаются без заранее сформированных намерений, то они ведут себя таким естественным образом, а именно в полном соответствии со своим биологическим комфортом. Люди ведут себя свободно, но эта свобода находится в логике определенных алгоритмов. В первую очередь алгоритмов биологических и во вторую очередь алгоритмов социальных. Цикл контакта имеет определенные этапы. Но что будет происходить с этапностью, если один человек будет вступать в контакт с каким-то намерением что-то другому человеку продать? Обычно выбрасывается этап ориентации. Почему этап ориентации пропускается? Во-первых, многие продавцы об этом этапе просто не знают. Во-вторых, у человека часто встроена привычка спрямлять пути, идти наиболее прямой дорогой. В каком случае на этапе принятия решения будет тот результат, который нужен? Он может нас удовлетворять только в том случае, если мы на каждом этапе достигнем поставленной цели. Но каждая из этих целей может быть достигнута с применением определенного набора средств. На этапе принятия решения будет принято нужное решение только в том случае, если мы на предыдущих этапах все сделали правильно. Если мы выбрасываем какой-то из этапов, или на каком-то этапе ведем себя неправильно, или нарушаем последовательность этапов, то шансы получить результат скатываются к нулю. Какой из этого можно сделать вывод? Чтобы получать желаемый результат, надо выполнять последовательно правильные действия. Другими словами, чтобы переговоры завершились желаемым результатом, мы должны пройти по определенным этапам.
Внутри каждого этапа достигать конкретных результатов. Но главное – достигать их правильными средствами. Что надо делать на этапе вхождения в контакт? На этапе вхождения в контакт нашей основной задачей будет продать себя, чтобы дальше пошел такой нормальный разговор. Этап вхождения в контакт по сути ключевой. Если мы с человеком не установили хороший контакт, то дальнейший разговор будет бессмысленен. Но продать себя в качестве кого? В качестве конструктивного участника переговоров, человека, с которым стоит иметь дело. Задача сделать так, чтобы с нами в результате захотели диалог продолжить. В чем смысл этапа ориентации? На самом деле важно понимать критерии принятия решения человека, наличие у него проблем, понимать, что человеком движет. По сути, понимать его картину мира. Но в чем тут заключается проблема? Проблема большинства продавцов заключается в том, что они начинают переговоры с презентации. Плохой переговорщик начинает с презентации, а профессиональный всегда выделяет время этапу ориентации. Иногда этапу ориентации может быть посвящена целая встреча. На этапе ориентации мы ориентируемся в запросах, в потребностях клиента, в особенностях его ситуации. Кроме того, на этапе ориентации происходит такая вещь, как психологическая притирка. Потому что кроме конкретных ситуаций есть еще личность человека, а кроме личности есть его эмоциональное состояние. Кроме того, что человек представляет интересы компании, он является личностью. Поэтому, чтобы в ситуацию вникнуть, как раз и нужен такой этап, как и ориентация. Следующий этап – это презентация. Какая задача стоит у презентации? На этапе презентации мы должны представить человеку наш продукт, как средство решения его проблем. После чего, исходя из его потребности, озвучить наше предложение, чтобы эту потребность удовлетворить. Следующий этап – выработка решения. Какая существует цель на этом этапе? На этапе выработки решения стороны согласовывают параметры сделки, обсуждают какие-то возражения. На этом этапе часто появляются какие-то встречные предложения. Этап выработки решения на самом деле несложный, потому что стороны участвуют в процессе выработки решения. Последний этап – выход из контакта. В чем его смысл? Выход из контакта заключается в том, что стороны договариваются о каких-то дальнейших действиях. Когда цикл контакта проделан правильно, то можно считать, что мы получили либо итоговый, либо промежуточный результат. Но часто бывает так, что сделка не заключена, и предстоит назначать следующую встречу. Каким целям мы намерены продвинуться на этом этапе? Во-первых, определить сроки новой встречи. Во-вторых, вспомнить такой термин, как прогресс. Что такое прогресс? Прогресс – это когда клиент берет на себя какое-то обязательство что-то сделать, что-то, что продвигает сделку вперед. Желательно не просто пожать друг другу руки и попрощаться, а чтобы клиент поработал на сделку. Важно его чем-то загрузить. Это также неплохой повод для промежуточной встречи. Например, можно сказать человеку: давайте я за это время сделаю то-то и то-то, а вы сделаете то-то и то-то. И тогда к нашей встрече будет вот это и вот это. Это неплохой повод для контакта, а также возможность диагностики, есть ли какие-то ограничения для заключения сделки. Крайне важно в конце встречи обозначить, кто и что должен сделать, чтобы партнер по переговорам четко понимал, что мы должны сделать, а что должен сделать он. Это даст нам возможность продвигаться к сделке вместе. Иными словами, важно понимать, зачем мы в следующий раз встречаемся. Кто и что должен ко встрече сделать, чтобы встреча прошла эффективно. Этим и отличается прогресс от отсрочки. Что такое отсрочка? Отсрочка – это когда партнер берет тайм-аут, а продавец с ним ни о чем не договаривается. Он просто чего-то ждет. В чем заключается проблема? Дело в том, что шансы, что сделка сорвется, где есть отсрочка, гораздо выше, чем переговоры, в которых нет отсрочки, а есть прогресс. Прогресс не только позволяет повысить конструктив и реально провести следующую встречу, но и выявить какие-то проблемные зоны, а также получить какую-то дополнительную информацию, что никогда не бывает лишним. Другими словами, мы строим образ будущего и оговариваем с партнером, какой дорогой к этому будущему мы будем двигаться. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать вам максимальной реализации стоящих перед вами задач, при достижении своих целей никогда не опускать руки и не останавливаться на достигнутом. А также желаю жизненной энергии, душевной гармонии и побольше неутомимого оптимизма. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!